Слушайте, дети, Бог создал землю за 6 дней, на 7-й отдыхал, на 8-й удалился. Земля была дивным садом, полных деревьев, приятных на вид и плодов, хороших для пищи. Ветви тяжелые от плодов склонялись к полноводным рекам, и было сколько угодно воздуха, чтобы дышать. Бесконечная благодать, невероятное богатство. Бог создал землю за 6 дней, на 7-й Он отдыхал, на 8-й удалился. Чтобы разрушить ее, нам хватило 3. Через 3000 лет после Рождества Христова земля стала безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Но перед самым началом последней войны нашему капитану было видение. Он приказал позвать всех, кого удалось найти. Он приказал собрать в хранилище ДНК каждой твари. И когда приготовления были окончены, мы покинули землю. Четыре дня мы смотрели с орбиты, как полыхает внизу, и слушали эфир, полный приказов, криков и просьб. Мы закрывали глаза, отключали передатчики и зажимали уши, прятали лица на груди у спасенных, любимых и близких, но не могли перестать видеть и слышать конец нашего мира. На 4-й день наступила тишина, и планета погрузилась во тьму. 40 дней мы вращались вокруг безлюдного и слепого камня, ожидая хоть какого-то сигнала, но не дождались его. И тогда наш капитан сказал: братья мои, отныне мы последние из живых, стоящие на пути у вечного безмолвия. Только мы — точка света между темнотой внизу и пустотой вверху. И этот корабль стал нашим домом. Вот я рисую в чреве его знак защиты и нарекаю имя ему Светлей. И он приведет нас к новой земле. Дети мои, когда мы начали этот путь, я была молода, а теперь руки мои изрезаны реками и пересечены каньонами, но знак защиты все еще на них. И он приведет нас домой, милые мои. Обязательно приведет.
страхом есть боль, которая будет почти вечной. Есть то, что уже не исправить. Я предложила бы жить, предложила бы жить, предложила бы жить дальше. Если бы не умирать по твоей милости на всех площадях мира, если бы маленький ад не остановился, ангел смерти прошел мимо. Есть слова и ножи, и все проданы дешево почти даром. Есть тот, кто бежит от своей родины, есть тот, кто бежит из кошмара. Я предложила бы жить, предложила бы жить, предлагаю бежать дальше. Если бы не фонари на твоей улице, я бы не заметила даже две свинцовых звезды, смешных пулей обрывающих путь. Я предложила бы жить, предложила бы жить, предложила бы жить дальше.